Друзья, всем привет! Вы на канале Сладкий Мастер и хочу поделиться рецептом очень вкусных шоколадных блинов, которые я частенько готовлю на масленицу. Шоколадные блины по данному рецепту получаются ажурные с мелкой дырочкой по тесту. В сочетании с творожной начинкой в сметане, которая еще больше подчеркивает шоколадный вкус изделий, блины превращаются в настоящий праздник вкуса. Готовить шоколадные блины сплошное удовольствие, рецепт настолько простой и удобный, что они получаются даже у тех, кто ни разу не готовил блины. Вкус приятно удивит всех любителей этих изделий. Друзья, более подробное описание рецепта, а также особенности и мерные значения по продуктам смотрите в рекомендациях, которые я всегда оставляю под каждой публикацией. Для теста в яйца всыпаю сахар и соль, перемешиваю ручным венчиком в течение 2 минут. Добавляю растительное масло, недолго перемешиваю. Вливаю половину горячего молока. Недолго перемешиваю. Добавляю всю муку. Какао-порошок просеиваю через мелкое сито, чтобы комочки какао не оказались в тесте. Перемешиваю ручным венчиком, чтобы получилось однородное шоколадное тесто на блины без комочков и крупинок. Вливаю оставшееся молоко. Перемешиваю до однородного блинного теста. Вот такое очень текучее тесто получилось. Оставляю тесто отдохнуть 30 минут при комнатной температуре. На предварительно смазанную жиром сковороду вливаю тесто. Обратите внимание, как блин сразу покрылся дырочками. Это связано с тем, что сковорода для обжарки была максимально накалена перед вливанием в него теста. Осторожно поддеваю края блина деревянной шпажкой, чтобы он при обжарке не высыхал. Буду благодарен, если поставите лайк на это видео. Осторожно переворачиваю блин на другую сторону для обжарки. Вот такой ажурный блин с дырочками получился. Идентичным способом обжариваю всю партию блинов. Не забывайте периодически вымешивать тесто, чтобы густая его часть не отделилась и не осела на дно. После обжарки каждый блин по отдельности необходимо смазать сливочным маслом, чтобы они не слипались. Для начинки в творог добавляю всю сметану, перемешиваю недолго миксером. При желании вместе со сметаной в начинку можно добавлять сахарную пудру или густую варенку, чтобы начинка была сладкая. Убираю творожную начинку в холодильник для охлаждения. Перед нанесением начинки блины также должны быть хорошо охлажденные. На остывшие блины выкладываю творожную начинку в количестве 2 столовые ложки. Осторожно заворачиваю начинку в блин, чтобы получился блинный биточек. В целом у меня получилось 25 больших биточков с творожной начинкой. Шоколадные блины с творожной начинкой — это настолько вкусно, что остановиться после второго блинчика с начинкой очень сложно. Творожная начинка со сметаной очень гармонично подчеркивает шоколадный вкус теста и красиво смотрится в разрезе. Друзья, всех поздравляю с Масленицей. Пусть эти светлые праздники наполнят ваши дома атмосферой тепла и любви. Спасибо, мои дорогие, за подписку, лайки и комментарии, тем самым вы продвигаете канал.